Приветствую вас, дамы и господа, на моем канале «Политическое обозрение». Сегодня мы коснемся важной темы, а именно: первое. Северный поток-2, каковы перспективы. Второе. Гуляем за чужие, а свои решен. Третье. Все идет в разнос, и это уже не остановить. Когда-то, когда еще Буш-младший находился у власти, он Путину не раз говорил: Владимир, вам не о чем беспокоиться по поводу наших, так сказать, милитаристских настроений, так как демократия против демократии не воюет. На что Путин что-то мне разумительное мычал под нос, и все удовлетворенно шли дальше заниматься работой, обусловленной нынешней повесткой. Но причина этого мычания была не в том, что Путин не доверял этим словам, а в том, что, как теперь пропаганде переубедить всех, кто это слышал, в том, что враг у ворот, Россия в кольце врагов, и кто еще, если не он, сможет со всем этим ужасом справиться. Вот такое гнилое нутро рулит уже бессменно 20 лет этой бедной страной под названием Россия. Кстати, собирается и дальше. На фоне всего сказанного с Россией и не хотят поддерживать какие-либо дружеские отношения свободные и развитые демократические страны. Ну и на этом фоне все проблемы, которые постоянно сопутствуют России, являясь закономерностью, а не случайностью, и уж тем более не потому, что Россию кто-то хочет завоевать, как об этом не перестает пердеть пропаганда, служащая лишь для того, чтобы врать. Так вот, если бы кому-то еще, кроме нас, нужна была Россия, то отняли бы ее в 90-е, когда не было ни армии, ни экономики, ни сил, чтобы кому-то сопротивляться. Поэтому весь этот треп про осажденную крепость – это лишь повод пугать перепуганных, стращать зашуганных, еще больше отуплять безголовых, и все это для того, чтобы пока все эти трясутся в оцепенении, банда путинских ненасытных отморозков могла и дальше владеть всеми благами этой страны, из раза в раз переобнуляясь, делая при этом вполне невидную морду. Ну а почему бы нет, если стадо безмолвно, верно? А теперь вернемся к нашим баранам, вернее газу, а именно к Северному потоку-2. Согласно закону о национальной безопасности, от 2020 года США выступают против строительства Северного потока-2, газопровода, идущего по дну Балтийского моря в Германию, так как не хотят, и их можно понять, чтобы у путинской преступной группировки появились дополнительные рычаги влияния на Европу, а в будущем и, возможно, для шантажа, если в этом возникнет необходимость, а она обязательно возникнет. Также американский сенатор Тед Круз, который в прошлом инициировал санкции против газопровода Северный поток-2, заявил, что если путинский газопровод будет введен в эксплуатацию, то руководство «Газпрома» потеряет американские визы, а все их имущество будет заблокировано. И это только начало. Помимо прочего, Германия в пятницу отклонила просьбу компании Nord Stream 2 в том, чтобы освободить новый газопровод от газовой директивы ЕС, так как сроки строительства и принятия норм позволяют это сделать. Но так как в ЕС существует закон, то использование всевозможных лазеек исключается, к которым так привыкла прибегать криминальная организация Путина. Это означает, что для Северного потока-2 в прибрежных водах Германии будут действовать нормы Европейского Союза. Что означает, первое, для трубопроводов, поставляющих газ в ЕС из третьих стран, действует положение, согласно которому на территории Германии поставщик газа и оператор газопровода не должны совпадать. Второе. На 54-километровом участке газопровода, который проходит в территориальных водах ЕС, будет взиматься плата за использование газовой ветки. Третье. Также должен быть обеспечен недискриминационный доступ к газопроводу для третьих лиц, то есть для других пользователей, кроме российской компании «Газпром». Все эти положения, конечно, не устраивают «Газпром», поэтому они планируют через свои дочерние компании обжаловать данное положение. Либо фиктивно продадут эту ветку газопровода представителю ЕС, что, соответственно, изменит требования, так как в отношении компаний, относящихся к ЕС, действуют другие правила. Но даже если «Газпрому», несмотря на все сложности, удастся достроить газовую ветку, проблемы в этой связи только начнутся, так как конкуренция в газовой сфере, экономическое торможение из-за пандемии, падение промпроизводства, а также поставки сжиженного СПГ из США и так далее позволят использовать газопровод лишь наполовину, что ставит под вопрос вообще о целесообразности всего проекта в целом. Также на данном этапе развития событий строительство газовой ветки остановлено возле датского острова Борнхольм, это примерно в 170 километрах от Германии, из-за санкций, введенных США против Северного потока-2. Несмотря ни на что, Путин в январе заявляет, что газопровод будет достроен и ввод в эксплуатацию состоится в первом квартале 2021 года. Самоуверенность диктаторов – это их характерная черта. Но история показывает нам, что чаще всего диктаторам достается дырка от бублика, за что те потом мстят всем, кто не может вышибить в ответ мозг одним четко поставленным ударом.
Так что, о чем говорит Путин, еще бабка на дворе сказала. Хотя разворовывать и разбазаривать народные деньги на проекты, которые являются заведомо мертворожденными, у Путина получается лучше всего. Ну а что переживать-то? Не выгореть, не свои же теряешь. Помимо прочего, они все равно ничего не заметят, так как контроля за количеством израсходованного нет, а на нет и суда нет. Итак, 12 мая судно-трубоукладчик «Академик Черкесский» прибыло в порт Засниц, Мукран, на острове Рюген, где находится центр логистики Nord Stream 2 AJ. Надо сказать, что это судно оснащено динамической системой позиционирования, без которой невозможно придерживаться строго заданных систем координат. Далее к нему присоединился плавучий кран «Фортуна», оборудованный аппаратами для сварки труб. Вся эта конструкция призвана закончить проект «Северный поток-2». Также, если не начать строительство немедленно, то в июле-августе работы придется остановить, так как в это время начинается мертвый сезон, связанный с нерестом трески. Но и начать их прямо сейчас нельзя, так как Копенгаген не дал разрешения на работу судна «Фортуна», потому что у него отсутствует динамическая система позиционирования, что по датским законам запрещает ее использование. Помимо прочего, 12 якорей, с помощью которых оно передвигается, могут зацепить мину, не разорвавшуюся со времен Второй мировой войны, что не может не беспокоить ответственные датские власти, в территориальных водах которых ведет строительные работы такая безответственная публика, как путинская котла. Также серьезным препятствием для продолжения работ является тот факт, что «Газпром» по присущей им тупости оснастил судно «Академик Черкесский» оборудованием для укладки труб диаметром до 32 дюймов, в то время как для укладки трубопровода «Северный поток-2» необходимо оборудование, способное укладывать трубы 48 дюймов. Так что куда ни посмотри, везде виднеется дырка от бублика, промотанные зря деньги российского налогоплательщика и облом, что для путинской кодлы в последние годы становится привычным делом, а вместе с ним и всему безмолвному российскому населению. Также еще одна большая проблема у данной ветки газопровода, а именно у Дании есть свой интерес на газопровод под названием «Балтийская труба», который потянется из Норвегии через Данию в Польшу, а оттуда на Украину, что полностью снимет нужду в путинском газе, который он вырабатывает в огромных количествах, объедая весь российский народ. Кстати, представители польской компании «Газсистем» на прошлой неделе, 14 мая, заявили, что Швеция дала согласие на строительство 280-километрового газопровода, из которых 95 километров пройдет по шведской особой экономической зоне, что положительно отразится на независимости всего ЕС от поставок газа с сильной путинской отдушкой. Все эти события были бы невозможны, если бы власть в России была демократически избранной, а следовательно не нападала бы на соседние страны, наказывая их за то, что они, проповедуя демократию, перечеркивают все потуги пропаганды убедить население России в том, что несменяемость властей – это свет, а сменяемость – тьма. И этот абсолютно глупый и отвратительный тезис, придуманный каким-то безмозглым присмыкающимся. А кто, если не он? Что? Вы серьезно? И все эти заслуги на совести алчного Путина и его клики, которые не захотели действовать по правилам демократии и по окончанию президентского срока вместе со своим протеже спокойно встать и выйти вон из российского политического пространства. Все эти в сумме события были бы невозможны, если бы Путин и его алчная группировка не тащила Россию в пещеры прошлого, где сидят и обливаются слезами народы, которые были одурачены преступными безответственными правителями, целью которых, как и подобным Путину, было оставаться у власти всеми правдами и неправдами. А то, что эти варвары трындят о желании сделать свои страны сильными и благополучными, это чистый треп, который совершенно расходится с делами, как показывает история. Чтобы в будущем подобного не происходило, власть должна сменяться регулярно, а выборы должны быть конкурентными и прозрачными. Спасибо за внимание и удачи. И, пожалуйста, берегите себя и своих близких, а также не забывайте писать комментарии, ставить лайки и подписываться на канал. До новых встреч!